Привет, друзья! В 10 классе на профильном уровне есть так называемая тема многочлены. И там изучают решение уравнений старших степеней. Ну, в основном это разложение на множители, но есть и специальные приемы. В частности, там рассматривается теорема Безу, следствие из нее, теорема о рациональном корне, схема Горнера и так далее. Ну вот мы сегодня познакомимся еще с одним новым, возможно, для некоторых типом уравнений, и попробуем определить метод его решения. Я запишу уравнение в стандартном виде. Х четвертое минус 8х в кубе плюс 17х в квадрате минус 8х плюс единица равно нулю. Можно заметить, что равноудаленные от конца коэффициенты при неизвестных одинаковы. При х четвертой единичка, ну и последний у нас свободный член это тоже единичка. Вот второй минус 8 и предпоследний минус 8. Ну, а 17 как бы в центре. Поэтому такие уравнения часто называют симметричными или симметрическими. Ну, в частности, данное уравнение называется еще возвратным. Почитайте, если хотите, в чем отличие. Возвратные. Возвратные уравнения. И у них есть специальный прием решения. Вот посмотрите, делители свободного члена это плюс-минус 1, они не являются корнями, и 0 не является корнем, поэтому сразу же отмечаем, что х не равно нулю, и делим левую и правую части на х в какой-то степени. В какой? Вот в этой, в центральной, в х квадрат. Посмотрите, что получается. Х четвертое разделить на х в квадрате, напомню, неравное нулю, 8х в кубе на х в квадрате плюс 17 х в квадрате делим на х в квадрате, минус 8х на х в квадрате, плюс единица на х в квадрате и 0 на х в квадрате – это 0. Что теперь после сокращения получается? Х в квадрате минус 8х плюс 17 минус 8, деленное на х, плюс единица на х в квадрате. Снова все как бы достаточно красиво. Достаточно сгруппировать вот первый и последний, и второй, и четвертый слагаемые. Что получится? Я в скобках запишу х в квадрате плюс единица на х в квадрате минус, здесь восьмерку вынесу за скобки, 8х плюс единица на х и плюс 17 равно нулю. И здесь нас тянет сразу на какую-то замену. Правильно? Хочется принять х плюс единица деленное на х за какую-то другую переменную. Ну, обычно t в школе почему-то любят. И х плюс единица на х обозначим t. Но хочется х в квадрате плюс единица на х в квадрате тоже выразить через t. Но это не t в квадрате. А чему же равно t в квадрате? Давайте посмотрим. Возведя в квадрат обе части равенства, получаем х в квадрате плюс удвоенное произведение первого числа на второе и плюс квадрат второго числа. Вот это t в квадрате. Но учитывая, что х числители в знаменателе сокращаются, получается, что х в квадрате плюс единица на х в квадрате на самом деле это t в квадрате минус 2. Двойку я перенес в правую часть. Тогда можно записать, что это t в квадрате минус 2, я сразу напишу. t в квадрате минус 2 минус 8t плюс 17 равно нулю. Мы пришли к квадратному уравнению. Смотрите, какому. Это будет t в квадрате минус 8t плюс 15 равно нулю. Можно по общей формуле корней через дискриминант, а можно по теореме Виета обратной. Здесь удобно найти эти корни. То есть t первое равно 3, а t второе равно 5. Все. Мы решили это уравнение относительно t, а теперь нужно решить уравнение замены. То есть нам ведь x нужно найти, поэтому вот здесь, на свободном поле, давайте я уберу, чтобы было побольше места, у нас уже идея всем понятна, делим на x в квадрате и делаем замену указанным образом. Посмотрите, что получается. Возьму, наверное, оранжевый цвет и скажу, вот у нас уравнение замены, t у нас первое 3, значит x плюс единица на x может быть равно 3, или x плюс единица на x может быть равно 5. Ну, учитывая, что x не равно нулю,
Избавляемся от знаменателей. Х в квадрате минус 3х плюс единица равно нулю, а здесь х в квадрате минус 5х плюс единица равно нулю. И здесь получается х первое, второе равно 3 плюс-минус корень из 3 в квадрате 9 минус 4ac, это 4, деленное на 2. И получается ответ из двух корней, корень из 5, деленное на 2. И здесь получается аналогично х первое, второе, это 5, плюс-минус корень из b в квадрате 25 минус 4ac, это 4, деленное на 2, получается 5 плюс-минус корень из 21, деленное на 2. Вот это и есть 4 наших корня уравнения четвертой степени. Можно написать было третье, четвертое, но поскольку я писал через пункты А и Б, то все у нас хорошо. Я хочу, чтобы в качестве домашнего задания вы попробовали решить указанное вот здесь в рамочке у нас уравнение. Первое у нас пункт А, это кубическое, но решается подобным образом. Второе у нас, ну, чисто как наше, вот такое возвратное. Но во втором, в пункте В, вы можете заметить, у нас есть плюс 3 и минус 3. Попробуйте его решить, и интересно, что у вас получится. А я с вами прощаюсь. Пока, до новых встреч. С вами был Валерий Казаков.